Привет, друзья! Сегодня мы приготовим вкусный, нежный, ароматный и очень мягкий апельсиновый кулич. Все, что необходимо для его приготовления, сейчас находится перед вами. Полный список всех ингредиентов я оставлю, как обычно, в описании под видео. В подходящую емкость выливаем 200 мл теплого молока. Добавляем 200 граммов сахара. И сразу же добавляю пол чайной ложки соли. Хорошо все перемешиваю до растворения соли и сахара. Теперь нам понадобится 2 яйца и 1 желток. Оставшийся белок в этом рецепте мы использовать не будем. Сразу же добавляю 30 граммов прессованных дрожжей. Если вы используете сухие дрожжи, используйте их в 3 раза меньше. Из общей массы муки добавляю в тесто примерно 100 граммов. Всего нам понадобится 600-650 граммов муки. При постоянном помешивании добавляю 100 граммов растопленного сливочного масла. Полученную смесь накрываю пищевой пленкой или полотенцем и оставляю в теплом месте минут на 10-15, для того, чтобы дрожжи начали работать. Если вы в своих дрожжах уверены, этот этап можно пропустить. Приступаем к дальнейшему замешиванию теста. Добавляю 1/3 чайной ложки куркумы и немного ванилина. Еще нам понадобится цедра одного апельсина. Аккуратно ее снимаем, чтобы не попала белая часть. Из этого же апельсина выжимаю буквально 2 столовые ложки апельсинового сока. Добавляю 1,5 столовые ложки коньяка. Коньяк придаст неповторимый аромат куличу, а также является хорошим консервантом. Ваш кулич будет храниться дольше. Далее добавляем половину оставшейся муки. Муку, конечно, необходимо предварительно тщательно просеять. Хорошо все перемешиваю лопаткой. На этом этапе замешивания теста я обычно добавляю изюм, который предварительно замочила в горячей воде и хорошо промыла и обсушила. Чтобы изюм равномерно распределился по тесту, я добавляю к нему 1 столовую ложку муки. Снова все хорошо перемешиваю. Добавляю оставшуюся муку и уже окончательно замешиваю тесто. Минут 10 примерно. По окончании замеса тесто все равно останется немного липковатым. Если у вас есть миксер или тестомес, воспользуйтесь ими. С этими гаджетами процесс замешивания теста пойдет быстрее. Много усилий прикладывать не стоит, главное, чтобы тесто осталось нежным и мягким. Полученное тесто накрываю пищевой пленкой или полотенцем и оставляю в теплом месте примерно на 40 минут. Далее делаю первую обминку теста. Насыпаю небольшое количество муки на рабочую поверхность, выкладываю на него тесто. Сверху теста также немного присыпаю мукой. Вымешиваю примерно 5-7 минут. За это время тесто немного уплотнится и станет более эластичным. Как я уже говорила, всего вам понадобится муки примерно 600-650 граммов. Больше муки я добавлять вам не рекомендую, так как куличи окажутся более жесткими. В итоге тесто должно получиться немного липковатым. Обильно смазываю миску для теста растительным маслом. И отправляю наш комочек теста на расстойку. Всего на расстойку теста уходит примерно 1 час. Все зависит от вашей комнатной температуры. У меня прошел 1 час, тесто хорошо увеличилось в объеме. Можно формировать из него теперь куличики. Смазываю рабочую поверхность стола растительным маслом. Выкладываю на поверхность теста, формирую из него небольшой жгутик для удобства работы. Далее жгутик делю на необходимое количество частей. Я сформировала 6 куличиков массой 130 граммов и 3 куличика массой 200 граммов. Каждый кусочек теста хорошо подкатываю в тугой шарик.
Для выпекания я использую либо бумажные формы, либо формы для выпечки. Формы для выпечки металлические, я хорошо смазываю растительным маслом. Обратите внимание, тесто занимает меньше половины объема формы для выпечки. Подготовленные формы накрываю полотенцем и оставляю на расстойку. Тесто должно хорошо подойти и занять практически весь объем формочек. У меня на это ушло 40 минут. Выпекаю куличи в духовке, разогретой до 170 градусов, в режиме вверх-вниз без конвекции, примерно полчаса. Готовность проверяю деревянной шпажкой. Если шпажка вышла из кулича сухая, значит кулич готов. Ориентируйтесь, конечно же, на свою духовку. Также время выпекания еще зависит от объема самих куличей. Вот так выглядят мои куличи после выпечки. Оставляю их до полного остывания. Тем временем приготовлю желатиновую глазурь. Нам понадобится 5 граммов желатина, который я предварительно замочила в 25 мл воды, 50 мл воды и 125 граммов сахара. Сахар отправляю в сотейник, заливаю водой. Немного все размешиваю и ставлю на огонь. Кипятить не надо, необходимо просто растворить сахар. Периодически смесь помешиваю. Как только появились первые бульки, убираю сироп с нагрева. Слегка остывший сироп отправляю на набухший желатин. Помешивая лопаткой, растворяю полностью желатин. Не должно быть ни единого комочка. Добавляю примерно 1 чайную ложку лимонного сока. Затем взбиваю миксером. Взбивать начинаю на самых низких оборотах, постепенно увеличивая скорость. На весь процесс взбивания уходит примерно 5 минут. Многое, конечно же, зависит от мощности вашего миксера. Также ориентируйтесь на саму консистенцию глазури. Если вы хотите куличики с небольшими подтеками, взбивайте немного меньше. Если вы подтеки на куличиках не любите, взбивайте подольше. Глазурь должна быть примерно вот такой консистенции. На этом этапе ее можно окрасить любыми водорастворимыми красителями. Полученной глазурью обильно смазываем остывшие куличи. Пока глазурь на куличах не застыла, обязательно сразу же их украсьте. Украшайте, конечно же, на ваш вкус. У меня сегодня просто кондитерские посыпки. На полное застывание этой глазури обычно уходит до 24 часов. По истечении этого времени она совершенно перестанет быть липкой, и вы спокойно сможете хранить кулич в пакете. Однако же, если у вас нет такого количества времени на ожидание, просто присыпьте ее небольшим количеством сахарной пудры. По вкусу она очень напоминает маршмеллоу. После полного засыхания у нее сверху хрустящая корочка, а внутри нежный тягучий зефир. На куличах она долгое время не тает и не обсыпается при нарезании. Попробуйте, я думаю, она станет одним из любимых видов глазури для украшения куличей. Вот такие мягкие, ароматные, буквально солнечные куличи у нас получились. Это, пожалуй, самый мягкий кулич, который мне когда-либо доводилось попробовать. Попробуйте и вы, возможно, он станет вашим любимым. Если вам понравилось видео, обязательно поставьте ему лайк. Не забывайте оставлять свои комментарии, а также подписывайтесь на мой канал. Впереди еще много рецептов, которые вам обязательно пригодятся. А я пока прощаюсь с вами. До скорых встреч!